Здравствуйте. Итак, менял колодки на 2109, но это видео будет касаться не именно русских машин или не русских машин. Это видео касается многих машин основного потока. Почему решил его сделать? Потому что при замене, скажем так, у многих владельцев есть причина, по которой они очень сильно парятся. Эта причина парит многих, потому что скрип тормозных колодок, он, скажем так, во-первых, он нервничает владельца, во-вторых, все люди могут видеть очень красивую машину, но которая при торможении издает такой звук, ну, как бы несерьезно, независимо от того, хорошие у нее тормоза или нехорошие тормоза, ну, такой скрип, писк, ну, очень как бы стрёмно получается. Поэтому решил сделать такое видео. Может, я не все причины здесь укажу, но основные я укажу. Значит, причины, по которым у нас пищит, именно создается скрип. Этот скрип не стук, а скрип. То есть стук это отдельно, это износ там суппорта, там туда-сюда. Ну, может, включу сейчас в это видео часть, может нет. Но смысл в том, что именно скрип. И вот в данной машине я меняю колодки с одних на другие, и на определенных колодках есть скрип и на тех, и на тех. И вот, значит, самая простая и первая причина. Это могут быть сами колодки, то есть не совсем качественный материал. Он может быть просто поддельный. То есть вы можете купить дорогую колодку, но она может быть поддельная, потому что она дорогая, хорошая, ее подделали, заработали там китайцы или кто-то еще на ней денег, а вы поставили, надеясь на то, что вы купили качественный продукт, но получилось совсем наоборот. То есть, что бы вы ни делали, у вас пищит, знаете, то есть, если у вас предыдущие колодки не пищали, а вы поставили, а эти просто при всем том же пищат, и вы там все основные моменты другие устранили, которые пойдут в дальнейшем, они пищат, значит, у вас просто такой материал вот этого в колодке, который так себя ведет. Это нехорошо, и их надо менять. Да, многие производители пишут, что скрип это не показатель. Да, это не показатель, если он тормозит хорошо, но ощущение, когда вы подъезжаете к перекрестку, нажимаете, летом машины, там стекла открыты, к примеру, там остановка, люди стоят, и вы подъезжаете на хорошей красивой машине, у вас такой звук, но просто смешно может быть. То есть многие могут просто улыбнуться с вас, и все. А вы-то как-то можете немного потеряться в их глазах, потому что нормальная машина, а вы просто прискрипели, скажем так, к перекрестку. Ну, в общем, перейдем дальше. Значит, колодки, ихний материал. То есть это основная причина, одна из основных причин, по которой может быть скрип. Дальше уже будут причины, по которым дефекты, скажем так. И вот в данном автомобиле этих дефектов есть много. И начну с самого простого. При замене колодок, то есть когда я еще их не поменял, когда они стояли, здесь все четко, я прокручиваю тормозной диск и слышу, что в определенном моменте цепляется именно то есть так не цепляет за колодку, так цепляет, так не цепляет, так цепляет. Это есть биение тормозного диска. Биение быть в идеале не должно. Максимальное биение, которое пишут, это 1/10. В некоторых машинах там написано 1,5, 15 соток. Но это уже не есть good, это уже плохо. То есть, возможно, при этих показателях уже скрип. То есть, ну я пойму, там еще 2 соточки туда-сюда, нормально все. И вы учтите то, что когда вы тормозите, диск может делаться восьмеркой, и это еще больше будет. Обычно так и получается, что когда диск, например, на холодную меньше бьет или скрипит, а потом прогреваетесь и прям по педали чувствуется, что биение, то уже явно понятно, что такой диск надо к замене, потому что при прогреве он
выгибается в восьмерку и начинается больше биения. То есть многие протачивают, но все равно это остается. Так, ну смысл, давайте о причинах. Значит, кривой диск. Как его проверить? Значит, у меня есть прибор такой. В идеале он должен быть закреплен на стойке, чтобы была одна поверхность, которая не дает биения. Ну, я скажу так, что так тоже все нормально. Погрешность где-то в 1/100 максимум. То есть это не больше 10% от максимальной погрешности. Это нормально. Немного. Так как диск перфорированный, мне тоже, скажем так, это, скажем так, пиар-ход. Перфорация нужна в основном, сколько я читал, для очищения материала вот этого. Вдруг мы, например, заехали там в лайно какую-то грязюку, чтобы этими бороздами, там, дырочками он очищался. Ну, скажем так, просто когда машина не внедорожник, а по трассе используется, но оно и не надо. Плюс это дополнительные очаги, в которых может пройти трещина и разрыв диска. То есть перепады температуры, это слабые места в нем. Просто для красоты красиво, да, там по блатному все, там полосочки, дырочки, все четко, типа спорт. Но для меня это просто для красоты, скажем так. По крайней мере, не на машинах, которые не используются по езде по бездорожью. Так, ну и начнем. Значит, прибор данный лучше ставить по наружу по кромке, но не по той кромке, которая у нас не работает, а по той, которая работает. Сейчас я это выставлю и вам покажу биение. Я уже проверял тут биение. Биение здесь в районе 13 соток. Это много. Это одна из причин писка тормозных колодок. Сейчас я вам это покажу биение на самом деле, какое оно тут есть и как оно меряется. Так, индикатор я выставил. Машину в момент прокручивания мы не касаться за нее не должны. Только место касания у нас вот эта гайка. Усилие только по центру, то есть не сбоку, не снизу, потому что любые, вот я смотрю, вот я вам хотел показать, любые касания, движения машины, сразу индикатор влияет на показания индикатора. То есть мы по центру и прокручиваем. Сейчас я попробую, чтобы навелась хорошо камера. То есть мы видим, что у нас до 13 соток. Просто я не могу сделать в другое положение, потому что бьет сильно. То есть это вот на грани, чтобы не было скачков сильных. То есть это не положение вот это, то есть где у нас есть кромка, а положение именно самого диска. То есть биение тут у нас, скажем так, больше максимального. Это одна из причин писка. Но также это может быть, да, еще не сказал, обязательно проверку биения проверяйте, когда затянуты все болты, потому что две направляйки, они не притягивают его ровно. То есть все болты остальные подтяните. И тогда проверяйте, чтобы у вас жестко было, жестко диск сидел. Также диск может бить, то есть биение диска, но диск может бить из-за кривой ступицы. Сейчас мы попробуем его проверить вот здесь по биению. А потом, если тут, например, тоже будет биение, мы снимем его, снимем скобу суппорта и проверим саму ступицу, бьет ли ступица. Потому что, как было видео у меня недавно, я менял подшипник задней ступицы, и там биение у новой ступицы было просто, не огромное, но, скажем так, то есть неприятное было, то есть там 2 сотки и 4 сотки, она и так била. У новой, полностью новая с завода ступица. Уже как бы нехорошо. Поэтому сейчас я попробую его перестроить сюда, поверхность ее предварительно сейчас щеточкой по металлу обработаю и попробуем проверить биение здесь. Для того, чтобы промерить эту поверхность, мне пришлось ее всю зачистить, потому что нереально было, она вся была в кромках, там, в налете известковом, в ржавчине, во всем. То есть вот я пока не зачистил щеточка, у меня ничего не получилось. Ну и вот, давайте смотреть, я в принципе покручу здесь, картина и так ясна. Мы видим
порядка 15 биения. Вот так, наверное, будет лучше. А ну сейчас попробую убрать подсветку, секунду. То есть вот оно. Все видно. Короче, вот так. То есть мы видим, что у нас или кривая ступица, или же у нас под ступицей может быть какая-то соринка, то есть ржавчина, окалина, еще что-то, которая диск сел криво и все. И он теперь так же само бьет. Поэтому нам для того, чтобы найти причину, нам придется снять скобу суппорта и посмотреть дальше, бьет ли ступица. Если ступица, то, соответственно, снятие или замена, или проточка ступицы из причин. Ну, мы сейчас, наверное, или сейчас ступицу сделаем, или... Ладно, давайте я еще сейчас дальше расскажу по причинам. Дальше. Все же я еще, наверное, не сказал, что такое, почему этот скрип возникает. Этот скрип возникает, это резонанс, вибрации. То есть на определенных частотах получается резонанс и идет скрип, писк. То есть это из-за того, что какая-то конструкция, ну скажем так, или прослаблена, или с излишним зазором, или еще, ну, какие-то вот такие нюансы есть, в которых появляется этот, даже можно, например, сказать, какой-то, например, слабый узел. То есть вплоть до того, что там, например, скоба как-то гнется. И, ну, условно, я беру условно, то есть грубо так. То есть она там от температуры меняется, там ее расширение, или она бракована, или диск там от вибрации, например, от температуры начинает вибрировать, ну, то есть не вибрировать, а восьмерка делается, и начинается и биение в педали, и скрипы. Значит, смотрите, основная еще должна быть такой нюанс. Это здесь, вот эти поверхности, в которые вставляются колодки, они не должны быть излишне большими. Колодка не должна тут болтаться с зазором там в миллиметр больше. То есть это один из очагов. То есть тут немного больше видно, но она не должна быть плотно тоже, потому что при нагреве колодка больше расширяется, чем скоба, и она плотнее становится. То есть все должно быть в допусках. Ну вот тут, к примеру, сейчас я ближе. Вот такой зазор, вот он играет. Главное, вы должны сравнить поверхности. То есть вот тут должна быть ровная поверхность, без выемок, без ничего. Если тут выемки есть, или наварите, или замените. То есть сделайте ровную, скажем так, чтобы она была ровная по отношению к этому. И колодка не болталась, тут не должна она телепаться сильно. Дальше. Также причиной могут быть и пальцы. То есть если огромный люфт в них, то суппорт может как-то дребезжать, еще что-то. Но дребезг это само собой на ходу, я имею в виду при торможении. Вибрации какие-то создаются, при которых на определенных частотах, ну, получается резонанс, и она может начинать пищать. Это колодка, то есть она, грубо говоря, мелкие вибрации делает, и идет этот писк. Дальше следите, если, например, на колодках есть такие вот, как здесь дано, пружинки, которые поджимают, придавливают, чтобы они были исправны. Потому что если они не будут исправны, у вас тоже будет этот писк и скрип. Дальше, что еще хотел сказать. На некоторых колодках, вот, например, на этой нету, на некоторых есть, вот ставятся вот такие противоскрипные. Сейчас я вам покажу. Вот такие противоскрипные, как бы скажем так, накладочки на них. Ну, знаете, я вам скажу так, если она скрипит, то она и будет скрипеть с накладочкой и без накладочки. Это мое личное мнение. Ну, возможно, какой-то процент там уменьшения есть, но он может просто меняться звук, то есть от скрипа там до более звонкого скрипа или еще чего-то такого. Также на колодках, вот у меня есть еще колодки. Перейдем сейчас отдельно по этой теме. Например, Ферадо. На них есть вот такое своеобразное свое противоскрипное.
Вот видите, как такое наплавление чего-то. То есть тоже оно в свою очередь, ну, немножко дает в плюс. Например, на ТРВ, который я говорил, там больше немного, она такое как плотная резина, намного лучше. Ну и также отдельный момент хочу уделить вот этой смазке, не именно этой, а на такой основе, то есть неважно, там медная будет она или какая. То есть завод рекомендует смазывать все поверхности, ну, конечно же, кроме поверхности между диском и колодкой, а все смежные поверхности. То есть, например, вот эти поверхности с колодкой, дальше, например, вот эту поверхность с колодкой, также вот эти поверхности для уменьшения износа и прикипания, там налипания, каких-то образований, вот эти поверхности все, даже вот тут написано даже, что можно и направляйки помазать, тоже есть как бы свой плюс, ну, небольшой. Я, честно говоря, из опыта могу сказать, если нормальная колодка нормального качества, то она не пищит, хоть как бы у вас там и биение было, и все. Я дальше вам расскажу. Вы пока посмотрите. В конце я вам покажу. Или в серединке, не знаю еще. В общем, за эту смазку. То есть мажете, и вероятность возникновения скрипов, писков там уменьшается. Так, дальше. Еще одной из причин писка или скрипа являются вот эти бортики. Вот, вот, вот и там. Эти бортики, они могут цепляться за колодку и подскрипывать, подшумывать, подскрипывать, подтирать. Еще там что-то может быть. Поэтому их надо всегда стараться при замене удалять. Эти бортики, в принципе, как 3 из них удалить, я вам покажу в отдельном кусочке видео. Возможно, сейчас ссылочка всплывет, как это сделать. Очень нетрудно, очень легко. То есть этот и вероятность возникновения скрипов по этой причине у нас уменьшается. Ну, если 3 части, то на 75%. Останется только одна та часть. Ну, ее тоже можно снять диски и отдельно проточить. Что мы, в принципе, и сделаем. Вначале я вам просто покажу все эти нюансы. И все. Так. Ну и приступим непосредственно к проверке ступицы. А я заодно сейчас сделаю видео, как проточить эти все поверхности. Прямо на автомобиле. Ну, 3 из них точно, а одну мы потом снимем. И почему на автомобиле лучше? Потому что мы включим, ладно, отдельное видео. Так, снял я диск, ступицу зачистил. Ну и здесь та же ситуация. То есть мы видим биение также больше 10 соток. Поэтому все понятно. Сейчас я еще проверю биение вверх-вниз. Просто интересно. Так, проверяем биение. Так, индикатор. Ну, я уже смотрел биение в районе 8 соток. То есть эта ступица плохая, потому что у нее и такое биение, и такое биение. Также хотел уделить внимание, писк может возникать одна из причин возникновения писка может возникать из-за подшипника. Объясню почему. В подшипнике, если в нем излишний будет зазор, соответственно лишний люфт, то ступица будет играть. Будет играть ступица, будет играть тормозной диск, соответственно он будет цеплять за колодки и будут создаваться лишние скрипы. Поэтому это в первую очередь касается тех автомобилей, у которых по конструкции предусмотрен двойной подшипник, которым зазор в нем регулируется гайкой. То есть подтянулись, например,
выставляем, чтобы не было излишнего зазора, и все, она контрагается, и все. Поэтому я считаю, предпочтительная конструкция та, именно по скрипам, в которой цельный подшипник, как, например, здесь на 9, там, ну, условно, на разных машинах, в которых один подшипник, и в котором не надо ничего регулировать. То есть, если он нормальный, то там люфта никакого нет. Он просто затягивается усилием 20 килограмм, и все. И мы забыли. Именно по возникновению скрипа по этой причине. Также хотел сказать, что когда вы будете монтировать тормозные диски, промазывайте или той смазкой, вот такой, которую я показывал, или же любой другой, графитовый, потому что прикипает намертво и потом не снимешь, очень трудно снимать. Поэтому мне пришлось стучать, подстукивать, и еле я как бы его снял. То есть обычно он снимается в тех причинах, когда уже меняется, его можно даже разбить или погнуть, то не важно. Но тут надо, чтобы он был целый, поэтому надо было аккуратно, но так, чтобы он снялся. Ну вот, в принципе, что основные причины я сказал. Да, также бывает причина скрипа, если, например, или писка, если на тормозном колодке стоит ограничитель, вот на многих колодках, вот тут сбоку стоит такой ограничитель, когда у вас происходит износ колодки, то он начинает цеплять за диск и начинается скрежет. То есть он информирует вас о том, что уже изношен фрикционный материал, то есть это феррадой уже изношено, поэтому надо менять колодки. То есть он бывает скрипит, когда он пищит, когда некачественно прикреплен, то есть он может, скажем так, болтаться или еще что-то делать, и он тоже может, ну, редко, конечно, бывает, но он тоже может поскрипывать, то есть от вибрации там, как бы, скажем так, вибрировать и издавать, ну, звук как бы условно, я вам говорю, как бы вот как гитара мы брымчим на гитаре, и вот как бы похожий звук, то есть не так как на гитаре, а по такому принципу. Поэтому, ну вот из основных моментов, я думаю, все рассказал. То есть для того, чтобы устранить, давайте подведем такой маленький да, я вам хотел сказать, забыл. Хотел вам сказать про колодки, на которых, это не реклама, это просто те колодки, которые стоят на одном автомобиле, по которому в дальнейшем будет видео. Лично я их туда ставил, и почитав не отзывы, а рекламу, о которой говорил производитель, я повелся на нее и поставил. И скажу так, я не прогадал, потому что я могу вам честно сказать, на том автомобиле суппорта никакие, вообще никакие. То есть там огромный люфт в направляющих, пыльники на направляющих там просто разлезлись. Дальше диски там кривые, с износом, то есть избиением и совсем. И при установке тех колодок, не было никаких ни скрипов и нету до сих пор. Вот уже проехав на них 1015, нету никаких колодок вообще. Ну, нету никаких не колодок, а нету никаких скрипов и посторонних шумов вообще. При том, что там ничего не делалось для того, чтобы уменьшить писки, скрипы. Просто поставились, так как старые стерлись, и все. Все 4 я ставил туда, и передние, и задние. Сейчас попытаюсь найти коробочку и вам покажу. Так что, вот как бы не реклама, а просто я говорю, что лично на автомобиле ставил Deo Eleganza, и лично на том автомобиле они ходят идеально. И в прогреве, и в холодную. Нету никогда ни писков, ни скрипов. При том, что диски там не фонтан, состояние тормозной системы там тоже не фонтан. То есть в плане направляек там всего. То есть там просто на кочках тарахтит суппорт. Серьезно тарахтит. Поэтому сейчас я вам покажу колодочки. И вот коробочка осталась с них. Вот старые колодки, которые стояли, я снимал. Стояли, не
В общем, смысл в том, что вот эти я поставил и забыл о скрипах, отписках. Они там с каким-то, не буду говорить, или кевларовое там что-то, или... В общем, эта фирма, по крайней мере, меня не подвела. Поэтому я могу ее рекомендовать, ну, точно на автомобиль Deo Eleganza. Без каких-либо вариантов. Идеальный вариант, цена-качество. Ну, а там вы смотрите. Ну, на этом я видео окончу. Основные причины я рассказал, показал. Что еще добавить? Если будут какие-то вопросы, комментарии, может быть, советы, только не такие, знаете, как надоели уже там, как кто-то поучает. Если вы делаете это в рекомендательном характере, а не как учитель там или кто-то там супер спец, потому что очень неприятно. Ну и также тех, кто будут делать оскорбления, я просто баню, ребята. Уважайте других. Если вы хотите, чтобы к вам нормально относились, делайте так, как вы хотите, чтобы относились к вам. Спасибо за внимание. До скорых встреч.